Привет, меня зовут Женя, я 3D-художник. Сегодня разберем недавний проектик по Doom Eternal. Это топор мародера, нам будет интересен материал и постпродакшн. Это не урок из разряда «как это работает», это урок из разряда «как это сделано». Это значит, я не буду заострять внимание буквально на всем. Я просто покажу, как я это сделал, и если вам нравится результат, вы сможете его повторить и создать что-то один в один или как-то деформировать, что-то где-то симпровизировать и создать что-то свое, что будет очень круто. Текстуры для создания мата я скину, они бесплатные, а руны были отрисованы богоподобной Татьяной, за что ей огромное спасибо. Их также абсолютно бесплатно можно будет скачать по ссылке на Google диске. Ну и мы можем начинать. Окей, я создам plane. Далее Objects, HDRI Environment. Подгружать туда ничего не буду, это нужно нам только для того, чтобы создать черную пустоту, мрак. Далее иду Create, Shader, Cinema 4D, Octane Material, закидываю. Нам бы какой-нибудь цвет, Objects, Light, Area Light. Поставим где-нибудь с краю, может быть уменьшу. Подниму повыше. По силу поставлю 40, я думаю хватит. Пускай он будет холодный. Продублирую, поставлю на противоположную сторону, повернем. И этот пускай будет теплый. Окей, со светом разобрались. Можно идти в Node Editor и работать над материалом. Первое, что нас интересует, это сменить тип материала на глосси. В Diffuse мы укажем черный цвет. Дальше подгружу Image ноду, подгружу ее в Bump. Будем сначала работать над бамп-каналом. Подгружаю текстуру, которую вы найдете по ссылке в описании. Черный вариант. Для начала я бы увеличил силу. Гружу Multiply на путь и Float. И умножим силу на, скажем, 3. Хорошо, но пока отключу бамп, поработаем с Roughness каналом. Я его даже не вижу. Ага, вот так. Подгружу на путь Color Correction, чтобы регулировать канал. Увеличу контраст. И через гамму что-нибудь типа того. Ага. У нас все еще есть зеркальное отражение на некоторых участках. Это нам не нужно, поэтому я подгружаю микс. В первый input вставляю Color Correction, а во второй Float. Во Float укажу что-нибудь типа 0.1, 0.15. Теперь у нас везде свет рассеивается, это то, что нам нужно. Подгружаю обратно бамп, и свет везде рассеивается, но вот бамп у нас не на всем материале, это не очень прикольно, поэтому на пока я его отключу, и мы подгрузим Noise. Вызову UV Transform, сделаем его намного меньше, скажем 0.01. Из-за такого размера нойза его сила будет как неадекватная, поэтому кидаем на путь Multiply. Кидаем Float. Я уменьшу значение типа 0.02 может быть. Не, слишком мало. 0.07. 0.06. Ну, я думаю, вот так нормально. Теперь нам надо объединить два бамп-канала. Для этого подгружаю микс. В первый input вставляю наш самый первый бамп-канал, во второй input уже бамп-канал с нойзом. И все это подключаю. Окей, выглядит лучше. Далее мы подгружаем Octane Material, мы подгружаем Mix Material, подключаем. И заменяем материал на плейне. Далее нам нужна Image нода. Вызываю, подключаю в Amount. И в нее мы подгрузим текстуры рун соответственно. Нужно будет инвертировать. Ставим галку Invert. Окей, вызову UV Transform, уменьшу, скажем, в половину. Теперь нам надо закинуть эту же текстуру в бамп-канал, чтобы как-то взаимодействовать с первым материалом, чтобы текстура просто не лежала сверху. Я подгружаю микс, подключаю оба инпута и загружаю в бамп-канал. Далее мы хотим, чтобы руны распределялись по какой-то текстуре, поэтому я гружу микс. В первый input подключаю текстуру рун, а в Amount подгружаю самую первую текстуру, которую мы использовали в бамп-канал. И потом гружу это в Amount.
Я сказал, подключаем amount, вот, окей. А во второй input мы грузим float. Во float я укажу 1, это будет значить черный цвет. Подключаю color correction на путь от текстуры до amount. Brightness ставлю на 1000 и контраст ставлю на 1000, чтобы создать максимально четкие грани. И через гамму контролирую площадь распространения. Также эту же текстуру подключаю в bump, чтобы синхронизировать каналы. Ну и наконец мы переходим в emission во втором материале, нажимаем Black Body Emission, ставлю галку на Surface Brightness, подгружаю RGB Spectrum, ставлю красный цвет, и на этом материал готов. Это все, что я делал. Выводил я это все без каких-либо настроек камеры по дефолту, но на версии Octane выше 4. Если вы сидите на Octane 3.0.7, то загрузите Linear Response и поставьте гамму 2.2 и можете рендерить. Финальным этапом у нас старый добрый After Effects. После того, как мы загрузили рендер, он будет выглядеть как-то так. Я подгружаю на него tint, чтобы сделать его черно-белым, кривые, чтобы увеличить контраст, и Sharpen, чтобы сделать изображение более резким, но вы навряд ли это заметите на YouTube. Сам внизу у меня висит background, это просто черный слой, чтобы исключить возможность появления какой-либо альфы. Это очень важно, когда вы делаете работу с нойзом. Нойзы не умеют работать по альфе, им нужен какой-то бэкграунд. Далее у меня тут висят те же самые руны. Я вырезал здесь маской область возле глаз, чтобы глаза не перекрывались. Чтобы заполнить пустые участки сверху и снизу, я использовал Motion Tile. Просто поднял Output High. И галка Mirror Edge можно ставить, можно не ставить, неважно. Далее у меня тут висит Tint, чтобы сделать их красным цветом. Почему Tint, почему не Fill? Дело в том, что у нас нету альфа на этой текстуре. Мы можем подгрузить Set Channels. И в свиточке, где указана альфа, выбрать, например, red или green, и мы получим альфа-канал, и мы можем загружать туда fill, и все будет работать окей. Но зачем нам использовать два эффекта, когда можно использовать один? Но если вам нужна альфа, вы знаете, что делать. Далее у меня тут текстура скретчей, просто царапинки, какие-то неровности, гранж текстура, ничего необычного. Я подключаю текстуру рун через Lumamate. И это выглядит не очень круто, поэтому нам нужны кривые на гранж текстуре, чтобы указать площадь распространения текстуры, чтобы сделать грани более четкими. Ну, тут все настраивается по вкусу, как вам нравится. Далее 3 футажа с такими полосочками типа VHS. На них также висит тинт, чтобы сделать их красными, ничего сложного. Следующее это текстура отпечатков пальцев. Я дам ссылку на очень похожую текстуру, ничем не хуже. На ней также висят кривые, чтобы уменьшить площадь распространения текстуры. Далее висит Adjustment Layer, на котором Magic Bullet Lux. Он нужен для хроматических аберраций. Хроматические аберрации Blue-Yellow на минус 0.5. Следующий слой также Magic Bullet Lux. В этом случае у нас уже ренойзер. Пресет я выбирал Classic 35 мм, ничего в нем не менял, он стоит по дефолту. И последним стандартный нойз, и из-за такого количества нойза нам и нужен был бэкграунд, чтобы на всякий случай исключить возможность, если где-то появится альфа. И на этом все, работа закончена, это все, что я делал, она не очень сложная. Надеюсь, у вас не возникнет никаких проблем. Ссылки на все текстуры в описании. И еще раз благодарим Татьяну за великолепную текстуру. По такому же принципу я делал все оставшиеся кадры. Опять же, ничего сложного. Ну и на этом у меня все. Надеюсь, был полезен. Увидимся.